Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы отправимся в Литву, в курортный город Паланга. Посетим знаменитый в советские времена бассейн Паланга-Лина. Он поразил меня своей былой красотой. А после мы прогуляемся по отелю, который закрыли совсем недавно. Тут до сих пор горит свет и многое оставлено. Приятного просмотра. Кому скажешь, что это заброшка? Ну не поверят же. Итак, нахожусь я сегодня в Литве, в курортном городе Паланга. А это заброшенное здание бассейна Палангас-Лино. Тут что-то похожее на раздевалки. И душ-кабины. Вообще, если честно, вчера я уже сюда забежал, увидел вот эту всю разруху. Поначалу даже не хотел снимать тут видео, но потом, когда я попал в сами бассейны, они настолько восхитили меня своей былой красотой и размерами, что я решил снять здесь видео. Ну а это, я так понимаю, что-то типа джакузи было. И рядом небольшие сауны. Что-то похожее на склад. Чьи-то записи. 2005 год. А нет, 2007. Вообще, насколько я знаю, работал этот бассейн до 2010 года. Ух ты! А вот и первый бассейн. Совсем небольшой. И сауна. Причем довольно просторная. А это были раздевалки.
И снова душевые. А вот и лестница, ведущая в сам бассейн. А вот и он. Время работы с 12 утра до 8 вечера. А вот и самый большой бассейн в этом комплексе. Нашел я даже кинохронику, как все это выглядело в советское время. Бассейн Лина в Паланге был настоящей достопримечательностью Литвы в советское время. Здание бассейна было открыто в 1984 году. Уникальный, открытый, круглогодичный бассейн привлекал толпы детей и взрослых. По рассказам местных жителей, студентов возили на автобусах. Они здесь были полны и зимой, и летом. Просто орды. Бассейн всем очень понравился. Перед плаванием проходил строгий медицинский осмотр и обязательное ношение шапочек, но это совершенно не доставляло неудобств. Купание под открытым небом зимой и летом, захватывающий спуск с водной горки и каскадный массаж – все это было незабываемо. В бассейн подавалась подогретая морская вода. На крыше был открытый бассейн, внутри еще 2 крытых бассейна, тренажерный зал, массажные водопады, кабинеты водных процедур, кафе, бар, массажные кабинеты и сауна с бассейном. Но все это в прошлом. Хотя бассейн продолжал еще долгое время работать после восстановления независимости, но с каждым годом его состояние ухудшалось. В 2010 году бассейн закрыли. Здание находится в аварийном состоянии, и вряд ли его уже удастся воскресить. А крыша этого заведения — это была большая летняя терраса, где могли загорать отдыхающие. Тут тоже были бассейны, что ли, прямо на крыше, под открытым небом. И вот, похоже, еще один большой бассейн, тоже под открытым небом. А это очень похоже на водные горки.
Да уж, настолько крупное заброшенные помещения для отдыха я вижу впервые. И даже у нас в Юрмале такого не было. Тут вообще, я думаю, одновременно могло отдыхать минимум несколько сотен человек. Архитектура и то, как было построено это здание, тоже очень впечатляет. В общем, как я понял из хроники, тут были не только развлечения, но а также лечебные тренировки. В общем, тут прямо напротив этого огромного бассейна есть еще заброшенный отель, который называется Ругелис. Долго искал я путь внутрь этого здания, и вот наконец-то я тут. Какой актовый зал! Встретил я на соседней стройке одного мужика, который рассказал мне, что он в своей молодости еще ходил купаться в этот бассейн, где я был. И рассказал мне, как там было круто все сделано в те времена. Также он меня предупредил, чтобы я тут был бы крайне осторожен, потому что здание уже в аварийном состоянии, и скоро этот отель вообще собираются сносить, как я понял. А вот и лестница. Ну как-то страшно по такой спускаться даже. Впрочем, тут есть еще одна лестница, понадежнее, чем та. Сразу проверю. Света здесь нет. Администрация, малый зал и большой зал. Большой зал, я так понимаю, тот, где я только что был. Да, вот и он. Только теперь уже снизу.
Судя по вот этому актовому залу и по тем большим бассейнам, в советские времена здесь было даже больше туристов, чем в Юрмале. Ух ты! Какая большая колонка была. А вот проход дальше почему-то замурован. И тут закрыто. Кладовка. Полная всяких вещей. Сколько инструментов. Опять же, по всему зданию видны следы, что его хотели ремонтировать. Но, видимо, что-то пошло не так. Документация. Бухгалтерия, возможно. Кассовый аппарат. Довольно старенький. Чуть не пропустил вот этот уголок. Какие счеты. Неужели этот отель существовал тогда, когда еще считали на счетах, а не на калькуляторах? Радиоприемник Комета 212 стерео. Регулировка тембра, громкости. Вот это вещь. И снова... Ой, какой паук. Так, и снова граненые стаканы. Ну и телевизор. Телевизор, кстати, литовский. Таурус. Может быть, так я смогу попасть на первый этаж. Так. Удалось мне открыть дверь. И попал я, походу, в ту часть, где были уже номера для постояльцев. Да. А вот и первый номер. Вау. Как все сохранилось. Холодильник. Siemens. Телевизор даже, но тоже не советский. Стоп, что? Тут есть свет еще? Я надеюсь, что тут еще нету охранника где-то внутри. Хотя он, наверное, уже вышел бы. Ух ты. Еще один номер. Идеально сохранившийся.
Пусто. Впрочем, тут и не должно ничего быть. Мне уже интересно, что же будет дальше. Кстати, тоже есть электричество. Душевая. Я не знаю, сколько лет это все заброшено, но выглядит так, как будто не так уж и много. Ух ты! Так, тут снова номера. Ощущение такое, как будто, ну я не знаю, 1 год это все заброшено только. Но, как мне сказал строитель, которого я встретил на соседней стройке, говорит, что это давно все брошено. Сколько подушек, одеял. Так, я пропустил одну дверь. Кладовка. Да. Кровати, матрасы и прочие гостиничные вещи. Блин, вот согласитесь, что выглядит это все довольно уютно. 2014. А, вот есть 15. Неужели это все заброшено уже вот как 8 лет? Так, закрыто. Наклейка о том, что эту комнату охраняет полиция. Впрочем, она закрыта. Ух ты! Бильярдная? Обалдеть! Кто-то играл партию в бильярд и так и не доиграл. Тут еще колонки стоят. Бильярдные мячики. Кассеты. С какой-нибудь веселой музычкой. Целый мешок. А тут кухня. Причем довольно-таки современная, скажу я вам.
Так, есть припасы. Паста годна до 22 года, но неизвестно, сколько у нее срок годности. Если, предположим, у нее срок годности год, значит, в 21 году тут еще кто-то обитал. Всего лишь 2 года назад, получается. Не, ну вот реально, кому скажешь, что это заброшка, ну не поверят же. Вот это я удачно, конечно, зашел. Так, еще одна лестница. Вначале попробую подняться наверх, а потом уже пойду вниз. Собственно, наверху меня ждет литовский флаг. И закрытая дверь, которую я уже вижу, что ведет на крышу. Тут лежит такая штука, чтобы раздувать листья. И стоит велосипед. Кстати, дверь-то закрыта. Я не думаю, что там будет что-то прям супер интересное. Скорее всего, там точно такие же номера, как и этажом выше. Как же пахнет сильно плесенью. И здесь, похоже, подвал. Вход в него закрыт. И, судя по запаху, он затоплен. Электрощитовая. Не, ну вот реально. Сколько это место заброшено. Хотя, судя вот по этой плесени, тут все заброшено, думаю, ну как минимум лет 5. Тут даже вон уже и батареи сняли. Иду я уже в сторону выхода. И нашел вот такое помещение. Это та самая стенка, которую я увидел в начале видео и сказал, что туда мы пройдем немножко позже. Получается, единственный способ — это залезть на вот эту дверь и по ней наверх. И там, возможно, будет проход. Фух, вот я и наверху. Только я весь в голубином пухе и помете. Тут такие двери. Надеюсь, будут открыты. Снова холодильники. Вау! А тут вообще, как будто совсем недавно еще это все работало.
Даже запах такой стоит свежий, не затхлый. И тут тоже. Но тут же можно жить. Почему же это все закрылось? Вот это, я думаю, заброшено около года, а может около 2 лет. Честно говоря, я успел повидать многое на заброшках, но от этого я прям реально удивлен. Кстати, интересно, что кухня совмещена с ванной. Ну и туалет. Лифтовая. Моторы, похоже, сняты. Этажом ниже все то же самое. Обалдеть. Но реально, вот как будто еще прошлым летом это все работало. Кстати, это же ведь тоже холодильник. Даже вон еще музыкальная система стоит. Это походу та стенка. Да, это та стенка. Я был недавно с той стороны. Там более заброшенная часть, если можно так сказать. Значит, тут, похоже, была действующая. Тут все работало до последнего. А ту забросили позже. То есть раньше. Блин, путаются у меня слова от увиденного. Сказать, что я в шоке от увиденного, не сказать ничего. Снова кухня с душкабиной совмещена. В общем, на этом видео подходит к концу. Ну а я буду отсюда выбираться.